Приветствуем вас, дорогие зрители, на канале Phantom Entertainment. Спустя долгое время мы снова выпускаем наш блог, в котором представим вам деяния и историю еще одного русского брони-артера Media Smile. Творческий путь Медии в области изобразительного искусства начался 7 лет назад. Училась рисовать она сама. Это были рисунки в традиционном стиле, на бумаге. Но в связи с нехваткой материалов с ними нередко возникали затруднения. Тогда она только начинала свое творческое развитие, изучала анатомию, покрас, шейд, пробовала различные позы, формировала стиль. Позднее, в начале 2015 года, решила перейти на цифровой формат рисунка – Digital. За всю историю своего творчества Медиа испробовала 4 графических редактора. Первыми оказались обычный Paint и редактор Paint.net. Здесь художница только начинала творческий путь в сфере Digital. Далее начала рисовать в графической программе Adobe Photoshop, брала трейды и записывала спидпейнты. Позднее художница познакомилась с программой Paint Tool SAI, в которой рисует и до сих пор, теперь уже на графическом планшете. Стиль рисунков Медиа преобразуется до сих пор, однако основной не меняющейся фишкой художницы были и остаются большие глаза с ярко выраженным шейдом. «Мне кажется, у меня берут комишны только из-за моих глаз», утверждает Медиа. Эти глаза не раз становились мишенью для большого количества плагиаторов, но и до сих пор никому не удавалось раскрыть той глубины и красоты, что изображает сама Медиа. К своему творчеству Медиа относится довольно жестко, видя в артах лишь косяки и ляпы, считая его слишком простым и банальным, несмотря на то, что в тот момент у нее уже была своя аудитория, и многие хотели с ней трейды и коллабы. Вероятно, следствием такому отношению художницы к своим творениям могли стать претензии части аудитории к ее стилю изображения и особенностям передачи анатомии. Несмотря на то, что добрая половина подписчиков относилась с уважением к ее работам, иногда чуть ли не обожествляя их. Примером таких угнетений может стать относительно недавний инцидент в сентябре 2017 года. Тогда нашей художницей был нарисован арт «Взлетающий большекрылый пегас». В комментариях под рисунком образовался спор по поводу того, что в рисовке крыльев неверная анатомия. Этот спор сильно отразился на Медии, однако она не бросила рисовать, а наоборот стала усерднее работать над своими навыками. Как и многие в брони-фэндом, Медиа вовлеклась, посмотрев анимационный сериал My Little Pony «Дружба – это чудо». Сначала она изображала главную шестерку персонажей, часто в стиле Rainbow Power. Позже появилась своя ос, та самая большекрылая пегаска. Что касается группы Media Smile ВКонтакте, то появилась она не сразу. Изначально она вела группу со своей второй половинкой. Он отвечал за спокойствие и соблюдение порядка в группе, отслеживал и чистил группу от нежелательных подписчиков, в общем размахивая проведенным банхаммером. Но спустя месяц работы в группе он ушел в отпуск, да так и не вернулся, отказался от этого. Медиа была не против и продолжила вести группу в одиночку, продолжая и по сей день. Сама по себе Медиа малообщительна, однако всегда готова поддерживать друга в трудную для него минуту. Медиа – это человек, не зацикливающийся на плохом, всегда верящий в лучшее, человек, дышащий полной грудью, не заморачиваясь о том, что может поджидать ее в будущем. Она не собирается уходить из брони-фэндома и планирует изменить свой стиль в более мультяшную версию. Ну а теперь предлагаем взглянуть на некоторые ее работы. На первом арте нашему взору представлена темная кобылка с желтыми глазами и сиреневой гривой, ос, персонаж Honey Bee. Первое, что бросается в глаза, это взгляд, да и сами глаза этой пони, а именно необычно глубокий шейдинг. На радужке глаза виден перелив желтого цвета от темных оттенков на краю радужки до его светлых тонов. На вид кобылка кажется довольно задумчивой, смотришь на нее и задаешься вопросом, а о чем она думает, не о том ли блике, что находится перед ее мордочкой? Наверняка именно о нем, ведь источником света и бликов на гриве, да и в целом на кобылке является этот маленький загадочный яркий, летающий перед ее мордочкой зайчик. А от второго арта так и веет романтикой, ведь здесь влюбленная пегаска изображена в обнимку с ее другом, вместе лежащими у обрыва на фоне лунного рассвета. Как нельзя лучше, здесь выполнено распределение теней и бликов, они-то здесь и подчеркивают любовную атмосферу арта. Что еще подчеркивает любовную атмосферу здесь, так это восходящая из-за морского горизонта яркая, сияющая луна, являющаяся нежными источниками света и романтики картины, освещая морскую гладь и облака,
Она является свидетелем лилейных чувств парочки, наслаждающейся вечерней прохладой после долгого летнего дня. Третий арт представлен довольно интересным образом. Здесь автор решил оставить в качестве фона лишь голубое небо, сделав границей картины крону и ствол дерева, на которое задними копытами опирается небесного же цвета пегаска. Рассматривая арт, трудно не заметить слез и покрасневшую от явной обиды мордочку. Вероятно, изобразив персонажа плачущим в ясный день, показав веселые и яркие тона, а не серые и угрюмые оттенки, художница хотела показать равнодушие нынешнего мира. Ведь очень часто, порой, людям глубоко безразлична чья-либо боль, для них день стабильно прекрасен. Сам арт – это просто шейд с контуркой. Здесь мы не видим плавных переходов тона, зато резкими тенями видим изображение шерсти в области морды, брюха и копыт. Блики на гриве явно отражают солнечный свет, а сама картина отдает легким оттенком одиночества. И, наконец, четвертый арт-косплей представлен и вовсе без фона, и снова голубая пегаска, по сути, ос героя данного блога. Она представлена в сложном темном костюме, основными цветами которого являются серый и темно-бордовый, а также более яркий розовый, плавно переходящий в голубой. Как и говорилось ранее, медиа никогда не изменяла стилистики глаз, и, как всегда, основная фишка рисовки – это глубина теней и бликов, что отражается не только в глазах, но и во всей картине. Наверняка автора этого арта привлекли яркие цвета, восхищает и живость мордашки этой небесного цвета кобылки. Наверняка что-то чудесное привлекло ее, заставив показать эту едва заметную на фоне теней улыбку. На этом, дорогие зрители, мы, пожалуй, закончим. Подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите в комментариях. До новых встреч, всем пока!